Доброе утро. Сегодня уже 9-й день моего путешествия. И я заметил, что вода сильно упала. Сантиметров на 40. Поэтому дождей нету больше в верховьях. И мне очень сильно повезло. Я шел по высокой воде. Представив, что на 40 сантиметров даже вода упала там, где начиналась самбура, я бы очень часто цеплял лодкой дна. Здесь тоже безопасно, воды достаточно. Но берег прямо отошел. В этом месте вчера я заехал еще лодкой, здесь она стояла, и вытащил ее уже на берег. А теперь внимание. Чик. Если брать с этой точки, то сантиметров 30-40 она упала. Очень быстро. Прям неожиданно. Такое течение сумасшедшее. Если бы была впереди дамба, я бы подумал, что ее открыли. Там, где я на лодке заходил, то теперь я там ногами хожу, а лодку нужно будет спускать ниже. Сегодня солнечная погода. По карте я посмотрел почти 90 километров до кемпа Белый Бизон. В планах у меня закупиться продуктами там, оставить лодку на каяке братьев и сходить докупить что-то мясного, может быть, хлеб. И по карте также я увидел, что впереди есть интересные мне замки, есть родники. Надеюсь, вода там будет. Поэтому могу использовать всю эту воду, которая у меня львовская из-под крана, на кашу, на чай. Ну все, сейчас готовка. Может, кофеек поставлю с утра. Нравится мне сегодняшняя погода. Вроде бы тихая, легкая дымка, хотя вон там облака пошли. Течение в реке просто бомбезное. Так, ладно, занимаюсь бытом. Собрался, убрал все за собой. Убирайте мусор за собой, оставляйте стоянки после вас даже чище, чем были до вас. И, кстати, я вез с собой мусор 3 дня, а позавчера мне удалось отдать рыбакам, супружеской паре, Александру и Галине. Там консервная банка, с-под йогурта, бутылка и так далее. Вот, собственно, стоянка убрана. Здесь стояла моя палатка. Вещи уже в лодке. Сейчас спускаюсь на воду и в путь. Погодка шепчет. Спустя какое-то время после выхода из лагеря
Правый берег стал довольно-таки высокий. И так, возвышаясь, меня и сопровождает. Еще к одному мосту автомобильному. Если по ходу Днестра, то слева Тернополь, а справа Ивано-Франковск. Да, ничего. Можно все поменять, ничего. Через 2 километра после моста Тернополь-Ивано-Франковск левый берег превратился просто в стену. Отвесная стена. Вид удивительный. Наконец-то мне фортуна улыбнулась. Я сейчас на правом берегу Днестра, а позади меня село Выстря. И там я нашел двор один. Женщина с мужчиной живут, и дети ихние угостили меня кофе, тортиком. И я у них купил еще 3 литра молока, 2 десятка яиц. И хлеб они мне просто так дали. Это стоит 60 гривен. Это раз. Два. Подсказали мне, что напротив вода, поэтому я перешел на этот берег и набрал кристально чистой и очень вкусной воды. 5,5 литров. А второе, я у них узнал за ГЭС. Вот 4 ГЭС планировали строить с этого места, где я снимал скалу по левому берегу, очень красивую. Это должна была быть каскад ГЭС до самой Лозещины. Это первая ГЭС, вторая, третья, четвертая, где-то ниже. Все должно было затопить здесь. В общем, люди протестовали, поэтому пока все заглохло. Вот такая ситуация. Так что возможности однажды их построят, эти места исчезнут. А это видео останется у меня в памяти историческим. Нужно по новой все перепаковать, потому что у меня появилось очень много бутылок. Я с молоком, с хлебом. И теперь вопрос продуктов у меня в ближайшие 4 дня вообще не стоит. Мне хотелось этого разнообразия, помимо своих круп с тушенками. Еще у меня есть заготовки на борщ, так что, по-моему, до самого конца могу ехать без дозаправки. Та-дам! Снова пытаюсь блеснить. Но все безуспешно, в разных местах. И под кусты бросаю куда угодно, никак. Сейчас попробую на вот этом повороте под правым берегом. Он будет поглубже. А река уходит вот так вот по кругу влево. Время 17:26, а в этом месте хороший выход на траву, и я хочу искупаться.
балдеж, класс. Единственное, что похолодало последние 2 дня. Ночью, не помню, говорил, 16 даже было плюс. Мошка в рот попала. Вот. И поэтому купаться классно. Немножко снимает усталость. Но из-за того, что ветер, то чуть-чуть неприятно на берегу. А так-то вода, конечно, теплее, чем там в верховьях Днестра. Там вообще она в деревьях прячется, не прогревается. Здесь уже какое полотно, площадь, открыто солнце. Я не знаю, но мне сдается, это хлеб не магазинный, а домашний. Может, и магазинный такой пекут, но мне понравился, очень вкусный. И вот молоко. Объедение, честно. Тоже на свежем воздухе, все вкусно. Но что хлеб, что молоко, тем более, где можно молока попробовать еще, самого настоящего. В магазине это порошок сплошной. Или смесь 1000 коров. А здесь с одной коровы. Натурпродукт. Здорово. Решил укрыться от ветра, потому что ветер сегодня сифонит снова целый день. И пошел под таким протоком. Не широкие снова, как будто Днестр в верховьях самых. Вот это, к примеру, ширина 6 метров в лесень. И здесь действительно ветра практически нету. А течение хорошее. Я прям узнаю первый день сплава. Такой же был Днестр. Такие же берега. Прям уже за 4 дня соскучился по такой реке. Днестр так разросся, что уже не узнать его. А здесь хорошо. Ветер, слышите? А он есть. Сейчас с этих проток выйду, снова начнет дуть. А здесь хорошо. Даже тихо как-то. Только что видел лебедя между этих островов, куда я зашел от ветра на Днестре. Здорово. Он один все время так вот кричит, интересно. Такое чувство, будто он самку зовет. Ну, по крайней мере, мне так показалось. В общем, фоток я наделал массу, еще на видео снял. Он довольно близко подпустил, без агрессии, без ничего. Я был удивлен. Мне казалось, он летит спокойно, как будто городской какой-то. И дальше. Пошел и пошел дальше, и так вот, типа, зовет кого-то. По правому берегу мостище. Где-то впереди Карапец, в котором у меня замок намечен. И у меня такое чувство, я сейчас войду в какой-то каньон. Оба берега будут высокие.
Справа у меня напротив такая вот стена красивая. Время 19:30. И я себе по ходу место для стоянки нашел. Надо брать. Решил с вечера заготовить дровишек, потому что утром, если дождь пойдет, все будет мокрое. И вот я их здесь спрятал. Сейчас вечером перекушу то, что есть. Может быть, там яйцо выпью с хлебом и молока попью. А утром готовлю борщ. Я могу сейчас в котелке залить водой свои овощи и мясо. И утром будет быстрее это все готово. Днестр очень необычная река, разнообразная. Хоть тяжело было вначале, там, конечно, завалы эти 2 дня. Но после завалов река сменилась на 2 дня, стала шире, спокойней. Теперь начали вот эти вот высокие, то левый, то правый берег, такие, будто в каньоне идут. Вот, очень симпатично. Дальше больше, по идее, дальше еще красивее. И течение то увеличивается, то уменьшается, снова увеличивается. За ночь уровень упал на 30-50 сантиметров. И подтверждают там люди, где покупал молоко. Все прекрасно. Доброе утро. Сегодня 10-й день моего похода. Я иду посмотреть палац графа Казимира Бадени. Перешел каяком на левый берег Днестра, подвязал к дереву, оставил возле рыбака весло. Так, нужно куда-то повернуть. Не знаю, куда идти. Пойду по интуиции. Дорожка есть, пойду. До него всего 1 километр. Но тут даже надо еще дойти. Это чьи-то огороды здесь. Сейчас я чувствую, как будто во двор приду. Поселок Карапец находится на юге Тернопольской области. Впервые это поселение упоминается в письменных документах в 1421 году. Здесь находится дворец графа Казимира Бадени. Он был построен из бывшей крепости графом Станиславом Бадени в 1893-1906 годах в классическом стиле с сочетанием венского ренессанса. Усадьба расположилась в восточной части старого центра городка. Сам поселок находится в живописной местности, где одноименная река впадает в Днестр. Дворец графа Казимира Бадени симметричный, двухэтажный, декорирован 3 ризолитами и фигурной крышей. Каждый из ризолитов главного фасада украшен 4 колоннами, а центральный, кроме того, имеет балкон на 2-м этаже. Окна в разных частях дворца имеют разные завершения. В общем, их тут аж под 10 видов. На оконных фронтонах 1-го этажа видим головки путти, так называемые маленькие ангелочки. Кроме того, между окнами обоих этажей вмонтировано несколько декоративных ваз. Перед парадным входом есть невысокий заезд для карет, однако он не имеет накрытия от осадков.
Хотя некоторые виллы и дворцы богато украшены лишь со стороны главного фасада, а другие стороны здания имеют чисто утилитарный вид, граф Бодени не экономил. Задний парковый фасад выглядит не менее презентабельно, чем главный, и выдержан в таком же стиле, хотя и сделан по-другому. Основная разница заключается в главном ризолите. Он многогранной формы, украшенный аж 6 колоннами, а вот окна второго этажа здесь небольшие, круглые. О богатстве и роскоши графа ходят легенды. По одной из них он стремился выстелить пол своего поместья золотыми монетами. Предания гласят, что его удалось отговорить от этого замысла лишь благодаря тому, что топтаться по гербу государства – это безобразие. Кто-то предложил положить монеты ребром и таким образом осуществить замысел графа, но такого количества злотых не имел и сам Бодени. Тогда Бодени потратил многочисленные средства на редкие породы деревьев для своего паркета. В экстерьере дворца особого внимания заслуживает крыша, которая характеризуется чрезвычайно сложными и художественно украшенными формами своих компонентов. Дворец сильно пострадал в период Первой мировой войны. Позже, в межвоенный период, он был восстановлен почти в первозданном виде. Имение графа Казимира Бодени в Коробце считается одним из наиболее привлекательных туристических объектов области. Доступ на территорию парка и осмотр дворца свободный, а вот попасть внутрь здания будет непросто. С 2000 года здание находится в аварийном состоянии. Восстановительные и реставрационные работы на сегодня оценивают в 99 миллионов гривен. Замок очень понравился, палац. Единственное, конечно, его нужно обязательно поддерживать, потому что штукатурка осыпается, окна выбиты. Но здание еще в довольно приличном состоянии. Очень красивое на самом деле. Я уж тороплюсь обратно к лодке, потому что обещал, что у меня не будет полчаса рыбаку. А на самом деле уже час прошел. Там повинно було писати, в якій він році було побудований. Але це ще граф Боденя побудував, це ще австрійський був, він сам втік в Австрію і там в Відні кажуть, що ще такий, точно така тепер побудували нову церкву. Костьол є давній, хто знає з якого року ще. А що було, то цих вербів не було. Це все понасівалося, то пляж був, аж звідти від повороту купалися, то людей було, вода чиста була, делікатно, камінчики, всюди собі де-небудь розложився, ну а зараз куди? Зараз гадє, всякі змії, то вовсе перейти, то нема права. Считаю этот дом шикарным местом для жизни. Во-первых, на берегу Днестра. Раз, южный склон, 2. Сзади лес защищает от ветра, 3. Что еще нужно? Вода рядом, бери, поливай. Купайся, загорай, рыбачь. По-моему, это счастье. Иметь дом в таком месте. Напротив смешанный лес, там и сосна, и липа, смотрю, клен, наверное, есть. Вот, скорее всего, и грибы тут есть. Очень красиво. Погода сегодня, в отличие от вчерашней, намного тише и позавчерашней. Ветра практически нет. И течение уменьшилось раза в 2-3. Очень много родников. Буквально каждые 300-500 метров вот там прямо бьет родничок тоже. Поэтому здесь проблем с водой на этом участке нет абсолютно.
Карапец позади меня, стоит дойти до него, даже выше уже были такие источники. И водой будете обеспечены. Много также рыбаков уже стоит, само утро, по оба берега. Это село Долина. И в отличие от многих сел, которые я видел до этого, здесь у большинства дома выходят прямо к речке. Так что южный склон здесь у многих хорошее место. Короче, бросал. Не, ну не потерял блесну, конечно, запуталась у меня. Узлами почему-то берется эта нить. Это не леска, а специальная нить. Прочная очень. И обычно распутывал, а иногда, когда не было времени, я просто так вот натягивал ее, и она распутывалась. Сейчас так натянул, порвалась. Конечно, сколько можно было терпеть мои издевательства. За 5 дней хоть бы одна поклевка. Время к обеду. Где-то найду еще бережок и искупаюсь разочек. Я уже купался сегодня. Купался и постирал штаны свои. Из этих берегов в глине, которые такие, они ил, глина, постоянно пачкаются все вещи. Кроссовки. Испачкал ноги, испачкалась лодка, поставил ноги в лодку, испачкались штаны. Какой-то трэш. Все время все пачкается. Здесь уже начались сплавы, и байдарочники не в диковинку, потому что в верхней части на меня все как на дикаря смотрели. После Самбора там, наверное, не ходят на каяках, на байдарках, и я был единственный. Карта твердит, что где-то здесь находится по левой стороне Днестра каскадный водопад. Круто! Реально каскадный водопад. Я не знаю, если они там выше, но вот здесь два. Один чуть пониже второй. Вазиловский водопад расположен на левом берегу реки, недалеко от села Вазилов. Он находится в дубово-грабовом лесу и состоит из каскада мелких водопадов. На то он и каскадный водопад. Я так и думал, там не могло быть только два. Здесь их полно, до самого верха. Справа от ручья имеется тропа. Двигаясь вверх по ней, вы увидите до 10 таких каскадов, наибольший из которых достигает 5 метров в высоту. Возвращаюсь обратно. Лодку вечно бросаю надолго. Я рассчитываю на то, что ребята здесь, которые на рафте спускаются, на катамаране, то они пока здесь все нормально, но они уже где-то должны отчалить. Так что я... еще стоят, видимо, обедают.
первая моторная лодка на всем моем пути. Я сегодня только подумал, что там моторных лодок здесь нет. На часах 16:30. До Белого Бизона здесь буквально за поворотом, наверное, 2 километра. Времени полно, поэтому решил не останавливаться у них. Не вижу такой надобности, какой-то там потребы. Вот, все у меня в порядке. Набрал сейчас вот здесь воды под самую завязку. Все бутылки, которые были. Молоко, вот эта двушка, она скисла, теперь это кефир. Вот. А так литровую свою, литровая из-под молока бывшая, и там 3 литра, в общем, воды у меня на 2 дня. И коли я вышел, покажу, что такие, какие берега вот это вот на Днестре, это просто трэш какой-то. То есть произвольно берег, если выйти, если я все время сравниваю с Десной, это твердое покрытие в любом месте практически, либо песок, это Десна. Также Таисеем и Снов. Здесь же, пожалуйста, вот я вышел, вот моя нога. Вот она уходит сантиметров на 10 в эту багнюку. И так каждый шаг практически. Вот он дается с трудом. Вот такая какашка. Вот так вот чвякая. Покажу вам. Сейчас здесь на Днестре появилась очень кошмар какой-то. Очень много родников. Их тяжело не заметить. Спасибо тем добрым людям, которые их окультурили вот такой щебенкой. Отсыпав это место, чтобы родник не проваливался где-то в эту глину, невозможно было набрать. А вот он бежит прямо по этой щебенке, по отсеву. Ну как, щебенка вот прямо где-то здесь же, дно практически этой реки. Во-первых, оно высохло белое, его видно издалека, буквально за километр видно эти пятна. Это не первый раз такие места я встречаю. Во-вторых, набрать воду можно практически из байдарки. Вот если видите, чистая вода попадает, ну, в не совсем чистый Днестр. Так вот, с лодки прям можно набрать, это очень удобно. Специально для туристов, я уверен, для туристов выведено вот этой отсевом, вот этим, прям до речки. Хороший день, кстати, насыщенный. Рыбаков тьма. Байдарочников видел очень много. Ну, штук 10 байдарок, это минимум, плоты видел. Но вот это уже территория, где реально туристическая, где ходят все. Ну что ж, отправляемся дальше. На часах 17. Справа от моста село Незвисько. И вижу впервые оборудованный пляж, возможно даже песчаный. А слева село Лука. Прошел я мимо, сплавляюсь дальше. А вот в Раковце интересно, смогу ли я там посмотреть замок. Пока для меня это загадка. Но если также увижу, что наверху где-то далеко, иду дальше. Еще добрых 2 часа можно идти. Это, ну, пускай не 20, конечно, километров, но 15 километров можно пройти. Так чего же их не пройти? Но я сегодня решил всех зайцев поубивать. Во-первых, я поднимаюсь сейчас в горку и увижу Раковецкий замок. Это раз. А 2, то что вот здесь внизу двор ближайший, где я каяк бросил. Я слышу там куры. Куда что-то подхожу к двору, там еще корова мукает. В общем, я заказал опять 2 полторашки. У меня по жидкостям перевес. 2 полторашки молока, 15 яиц, пол хлебчика у них. Куплю, они себе свежий завтра купят. И даже чуть-чуть меда. Ну так, чисто. Предлагали пол-литра, но у меня, хотел сказать, лодка не резиновая, а она ж таки резиновая. О, тут и водичка. Можно было и воду здесь набрать. Вкусно. Да, буду знать. Вода вкусная очень. Холодная.
какое интересное здание. Правда, это все, что осталось от него. Сейчас сделаю снимков с десяток. Раковецкий замок, а точнее его остатки, находятся в селе Раковец Ивано-Франковской области. Это фортификационное сооружение было построено в 17 веке. По плану это неправильный многоугольник 40 на 60 метров. 3 башни выступали за периметр. Их объединяла стена. Бойницы в башнях располагались так, что один солдат мог стрелять в разных направлениях и даже вверх, потому что замок, как ни странно, располагался внизу склона, и, казалось бы, его двор был как на ладони для врагов. Думаю, наличие источника на территории крепости, того самого, из которого я напился, послужило основной причиной возведения замка именно здесь. Возвел его галицкий подчаший. Это тот, кто дегустирует и подает напитки королю, Доминик Войцех Биеневский. В 1657 году тогда еще недостроенный замок выдержал осаду казаков. Через 10 лет также безуспешно его штурмовали татары. В 1672 и 1676 годах туркам все же удалось захватить и разрушить эту крепость. После восстановления замок стал важным форпостом для Речи Посполитой в войнах против турков. А в 1768 году форт разбили и он сгорел, после чего его уже не восстанавливали. В XVIII веке замок стали использовать как жилище. Многое пережила эта крепость, но больше всего, мне кажется, пострадала в советское время. После Второй мировой войны колхозам было разрешено разбирать стены этого форта. Мощные камни из стен местные растащили на строительство дорог, ограждений и хозяйственных построек. Сейчас остались только руины и одна шестиэтажная башня с бойницами. Ну все, продуктами я обеспечен. Заход в этот замок стоил того. Благодарен хозяевам Дарина и Михаилу. Они мне сказали, что в этом году реально очень высокий уровень в Днестре и очень хорошее течение. В том году такого не было. Нет уровня, нет течения, так что мне очень свезло. Вот такая картина маслом. На часах 18:30. И еще часик я смело иду. Помните, я днем посещал каскадный водопад. Так вот, он сейчас ровно за этой горой. Полдня гребешь и на том же месте. Дело в том, что Днестр делает большую петлю. Я не знаю, сколько, но по моим ощущениям, так, если на карту взглянуть, 20, может быть, чуть больше километров. И снова возвращается к этой же точке, и за горой там водопады. Я вот уже добрый час гребу и не могу найти стоянку. Но за день я их видел сотни. И был уверен, что тут дальше их тоже полно. А на самом деле их вообще нет. Ни рыбацких подходов, ни дорожек, ничего. Просто вот такой лес валит вплотную. Вот это попал. Я так поздно еще не догребался за весь поход. Начало 9-го. Но у меня еще есть добрый час, конечно, до темна. По темну неохота грести, хотя фонарик у меня здесь под рукой. Но это не мой вариант. По этой реке я не хочу ночью грести. Так тихо. Нужно грести. И обязательно найти стоянку засветло. Вот что у меня впереди. А вот, кстати, видно, насыпь такая каменная, вода шумит. И, в принципе, в большинстве своем я ошибся. Это вынесло сам ручей.
во время дождя он вынес оттуда все вот эти камни, скорее всего. Но там, где я видел, там была большая гора, и она похожа на насыпную. То есть, видимо, некоторые окультуривают, а все остальные за счет того, что выносят с гор камушки мелкие. Все, не выдержала. Ужин. Молоко прекрасное. Хлеб домашний, кстати, тоже. Люди пекут здесь хлеб сами в селах. Вкусный хлеб. Ой, как вкусно. Как я был прав, купив домашние продукты. Цена вопроса 100 гривен. Что я купил бы за 100 гривен в магазине? Банку тушенки, хлеб и все. У меня здесь сало, мед. Еще маленькую бутылку кефира дали. 3 литра молока и хлеба. И яйца. Десятка, полтора или 2. Шикарно. Все питательно, очень вкусно. Проголодался. Роднички на каждом шагу. Это, скорее всего, обратка с того водопадного, который... Тот каскадный водопад туда, а это сюда. Очень может быть. Ой, хорошо. Стоянок на горизонте 0. Не знаю, перекусил или поужинал. Вкусно очень. Вот что я вижу впереди. Солнце садится, 8:30 уже. Ну, наконец-то. Вот она, моя стоянка. Прямо на правом берегу. Плавный подъем. Не знаю, может, она вообще не обжитая. Но возвышение есть, трава низкая, все устраивает. Наконец-то. Почти 9 часов.